Привет всем, кто зашел на мой канал. Меня зовут Инна. Цель моего канала – показать, как легко можно вернуть любую вещь в вторую жизнь. Если вам интересно, если вы также креативно мыслите, как и я, если у вас есть для этого желание, предлагаю вам остаться на моем канале, написать конструктивную критику, отзывы, свои комментарии. Я буду рада любому общению. Мне очень интересно общаться с людьми, рассматривать разные ситуации. Вот сегодня у меня случилась такая ситуация. У меня сломалась змейка. Сломалась змейка прямо на работе. И как бы получилось не очень приятно. Поэтому давайте рассмотрим, как с этими проблемами можно бороться. Для того, чтобы поремонтировать змейку, мне понадобилось вот такие вот вещи. Колечко маленькое, миниатюрное. Желательно, чтобы оно имело разъем и его можно было легко разжать. Потом обычная канцелярская скрепка и гибкий провод. Провод для закрепления кабелей. Их целые наборы продаются в магазине. Вот я выбрала самый маленький. А также мне понадобились зажигалка, я вам потом расскажу для чего, щипцы или плоскогубцы, чтобы зажать это колечко, и отвертка или какой-нибудь другой предмет, чтобы, собственно говоря, это колечко разжать. Вот. Итак, приступим к ремонту змейки. Первым способом, который мы применим, это канцелярская скрепка. Этот способ я назвала самым быстрым. Он самый простой и очень подойдет вам, если у вас эта поломка случилась на работе. Вот, например, как у меня. Особенно это неприятно, если змейка ломается на сапогах, и вы вообще не знаете, как вам поступить. Вот для этого берете обыкновенную эту канцелярскую скрепку, одеваете ее по спирали, ничего сложного нет. Если этой канцелярской скрепки у вас нет, то ее можно занять в бухгалтерии, там этого добра навалом. Если у вас совсем маленькая фирма, то любой администратор имеет такую скрепку. Вот она отлично работает и послужит вам. Если вы пришли домой и у вас более спокойная обстановка, мы можем починить этот бегунок более конструктивно. Вот я удаляю поломанную часть, беру гибкий провод. Этот способ я назвала самый легкий. Самый легкий, потому что никаких усилий мы не прилагаем. Провод достаточно мягкий, гибкий. Вот мы просовываем хвостик в одну часть, а вторую часть хвостика в другую часть. Потом соединяем это все, просовывая хвостик в головку, хорошо притягиваем, чтобы обе части прилегали хорошо. Только смотрите внимательно, чтобы вы вашу оторвавшуюся часть закрепили правильно, чтобы она смотрела именно лицевой стороной на лицо, а головка от кабеля, чтобы пряталась под этой лицевой частью, чтобы это не было заметно. Потом вот мы берем плоскогубцы, обрезаем это все, и вот для надежности этот пластмассовый кончик мы оплавляем зажигалкой. Вот оно практически склеивается очень крепко. Вот. И послужит достаточно долго. Я надеюсь, что очень долго. Выглядит это все аккуратно. Все это очень нормально двигается, функционирует. Вот вы можете сами убедиться. Змейка работает. Выглядит это достаточно прилично. Этот способ, я бы сказала, что, наверное, самый дешевый, потому что кабеля эти стоят дешево целыми пачками. Вот. Выглядит очень неплохо. Если у вас есть дома вот такое кольцо, если вам удалось его найти, конечно, покупать целый набор колец для одного колечка смысла нет, потому что
с металлом сейчас дефицит, металл может быть более дорогой. Вот я такое колечко у себя дома нашла. Я его разжала с помощью отвертки, продела в него отломавшуюся часть и бегунок аккуратно. И уронилась немножко, извиняюсь, бывает. Вот. И теперь, когда уже я все крепко держу, я зажимаю это все плоскогубцами или щипцами, то, что у вас есть под рукой. Вот так вот аккуратно. Вот у меня старенькие такие плоскогубцы, неважно, старенькие они или новые. Это достаточно не тяжело, справится любой мужчина, тем более любая женщина, которая как бы привыкла самостоятельно все делать своими руками. Выглядит тоже очень хорошо, очень аккуратно, крепко. Вот у нас это, так сказать, полость замкнулась. И выглядит достаточно все это гармонично. Можете посмотреть. Этот способ я назвала самый элегантный, самый красивый. Вот все предметы, которые составляют бегунок, металлические, цвета одинакового. Даже практически не видно, что змейка была поломана. Мне очень нравится. Я себе оставлю вот таким методом. Хотя метод с кабелем мне тоже очень понравился. Это как бы судить вам, что вам лучше понадобится. Вот и все, с чем я хотела с вами поделиться. Если вам понравилось мое видео, моя манера общения, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, добавляйте свои комментарии. Буду рада общению. Надеюсь, что мы с вами встретимся еще не раз. Всем всего хорошего. Пока-пока. С вами была ваша Инна. Всего доброго. До свидания.